Всем добрый вечер. Дорогие друзья, если кому-то кажется, что основной функцией жрецов являлось собрание сборов, налогов и даров для храмов, то вы очень сильно ошибаетесь. Я как-то снимала ролик про жреческую касту, но как-нибудь сниму более подробно о жрецах, об их функции в жизни людей, общества того времени, об их роли в государстве. На самом деле жрецы были учителями и собирателями знаний, тайных знаний, древних знаний, хранителями наследия народа. Обожествляя ту или иную сущность, живое создание, животное, например, они могли уберечь популяцию. Египетские жрецы обожествляли крокодилов, запрещали или разрешали охоту на них в определенные сезоны. Это помогало регулировать популяцию животных и не потерять полностью их вид. В наше время мы вычеркнули все законы природы, все древние поверья, все традиции, все обычаи. Когда говорят конец света, вот это и есть конец света. Мы живем в конце света. Потому что все стерлось, все границы, все закончилось, все национальное самосознание, традиции, все полезные знания предков, все вычеркнуто. И люди живут только руководствуясь выгодой. Выгодно на этом месте строить дом, надо строить дом, сносить старое кладбище. Никто не думает, что это старое кладбище может отомстить, что люди будут здесь несчастливы, что они будут болеть всякими онкологическими заболеваниями, что здесь будет наркомания, алкоголизм. Никому это не интересно. Выгодно продать это место. Это принесет много миллионов долларов. Надо это делать, невзирая ни на что. Выгодно охотиться на львов. Это приносит много денег. Вот этих бедных несчастных львов из частных заповедников вытаскивают, качают всякими транквилизаторами и кидают просто в эти дебри джунглей. Они даже не понимают, куда они попали, что от них хотят. И тут же какой-нибудь богатенький Буратино стреляет в них, да, и платит за это там 3-4 тысячи долларов за львиную охоту. И гордо фотографируется со львом, показывает его себя в Инстаграме, мол, вот, я завалил царя зверей. А на самом деле царь зверей – это всего лишь не очень здоровый, выращенный в искусственных условиях лев, который накачан всякими таблетками или всякими там инъекциями и кинут просто в лес для того, чтобы какой-нибудь мудак, извиняюсь, толстосум чувствовал себя мужчиной, что он вот на льва охотился. Потому что настоящие охотники на львов, они вам расскажут совершенно иное об охоте на львах. Невозможно так легко и просто поймать этого льва. О чем это говорит? Выгодно человек использует живое существо для того, чтобы обогатиться. И он не задумывается, что его потомкам это придет очень страшной местью. Мы дожили до того века, когда мы практически погрязли только в материальных ценностях, забывая о том, что есть вечные ценности на земле. И только вечные ценности могут дать нашим потомкам, нашим детям, правнукам достойную жизнь, что есть после смерти душа, которая будет отвечать за все деяния. Мы уйдем, и эта душа попадет туда, и как эта душа жила здесь, в этом мире, так эта душа будет жить там, так его и примут. Многие богатейшие люди, прокуроры, там, особенно советского масштаба, которые расстреливали не глядя, и огромные списки, которые пытали людей, которые просто делали себе деньги, карьеру на крови, в итоге
их вся династия разрушилась. Дети были алкоголики, дети были тунеядцы, никчемные. Сталин, далеко не уйдем. Что он получил? Один сын умер в плену, второй был конченый алкоголик, третья скакала от одного мужа до другого. Что получил Сталин в итоге? Ничего. То есть хочу сказать, что наши деяния, наше отношение к миру, к людям, к природе очень многое решают в судьбе наших потомков. Теперь, что касается животных. Так вот, жрецы призывали любить животных, говоря, что это младшие дети богов, что они посланники богов, что животные несут с собой не только ласку и верность, а еще и удачу. Многие слышали, говорят, разноцветный кот к богатству, золотистый рыжий кот к деньгам, к имуществу. Такая-то собака приносит счастье. Много раз было в жизни людей, когда у них все было плохо, и они вдруг подбирали несчастные животные, кормили, там, содержали, взяли себе, да, под защиту. И у них все получалось в жизни. Начиналась хорошая полоса. О чем это говорит? Это испытание на человечность. Насколько ты достоин того, что хочешь. Все хотят счастья, но не каждый этого достоин. Все хотят богатства, все хотят вольготной жизни, но не каждый к этому стремится. Не каждый для этого прилагает все усилия. Я помню, когда я несколько раз, так у меня было недавно буквально случаев, когда я 3-4 дня из дома не выходила, работала. Я проела весь холодильник, все, что там есть, даже не выходила покупать продукты, и все, что есть, этим питалась. И я себе поставила цель снять вот все эти ритуалы, которые давно хотела, они должны быть сняты. Я их сняла, показала, и когда, как мумия Тутанхамона вышла из дома, я была просто бледная от усталости. Еле-еле себя выгнала на улицу, чтобы просто уже не тронуться от этой работы. Все хотят хорошо жить, но не все работают столько, чтобы жить хорошо. Понимаете? Все хотят хорошей жизни, все хотят счастья, но сами жестоки сердцем, недочеловеки. Много раз так бывало, когда люди тебе пишут: ой, меня преследуют, я такая бедная, несчастная, обижают, помогите. И ты говоришь нормальным языком. Вы знаете, возьмите, сделайте эти ритуалы, пока попробуйте вот так. Ой, ерунда, понятно, все с тобой ясно, кто ты есть и прочее. И потом ты говоришь, и ты после этого жалуешься, что тебя не любят в жизни. Да ты же мразь. Посмотри, какая ты тварь. Тебе никто ничего плохого не сказал, а ты оскорбила человека. Конечно, у тебя в жизни ничего хорошего не будет. Так что, дорогие друзья, когда вы хотите счастья, когда вы хотите жить хорошо, подумайте, а вы способны кому-то дать счастье, кого-то приютить, кому-то помочь? Мы много раз с вами делали различные объявления, кормить бездомных животных, помочь. Знаете, многие помогли. Мы с вами многим приютам помогли, да. Я объявляла, показывала, вы сами заходили, заносили, то есть вносили эту сумму туда, помогали этим бедным несчастным животным. И это все не исчезнет никуда, потому что помощь живому созданию — это все равно как внести, знаете, определенный бонус себе в жизни, и потом этот бонус использовать для себя, если уж грубо объяснить. Считается, что бездомные животные, которые вы приютили, приносят с собой счастье. Но в древние времена люди просили, не было столько бездомных животных, видимо, тогда люди были добрее и не оставляли их на улице, и не пинали, а брали себе домой, потому что боялись гнева богов. Считали животное священным. Понимаете, почему была цель, к чему? Посчитать каждое живое создание священным, чтобы не обижали, чтобы не убивали, чтобы боялись гнева богов, чтобы знали, что за них есть кому заступиться. Запомните, от убийства собаки до убийства человека полшага. Все маньяки, все педофилы, все серийные убийцы начинали свою кровавую карьеру именно с животных. Вот убийство
живого существа, наслаждение его болью и убийство человеком полшага, даже не один шаг. Ничего не стоит убить человека, насладиться его муками и болью тому, кто убивал животных. Это доказанный факт. Поэтому, дорогие друзья, я хочу подарить вам такой ритуал. Если в вашей жизни не складывается ничего, не просто берите животное бездомное, а попросите богов вам привести навстречу того, кто с собой принесет утешение, счастье и радость. Эти маленькие существа, они столько дарят любви и тепла, они тебя любят просто так. Вот когда ты приходишь домой, твоя собака тебя так встречает, как будто ты самый главный человек на земле. Тебя даже твои родные, близкие, наверное, так не встречают. Даже твой ребенок так тебя не встречает радостно, как это маленькое создание. Понимаете, иногда думаешь, вот она настоящая любовь. Вот просто люблю тебя, потому что ты есть. И не имеет значения, богатая ты, бедная, ты больная, ты старая. Я просто тебя люблю, и все. Именно поэтому подкупают животные, потому что ты знаешь, что это создание тебя любит не потому, что у тебя там хорошая должность или ты знаменитый человек, а просто любит, потому что ты есть. И вот как не сказать, что они есть посланники богов нам в утешение, в помощь в жизни. Иногда пережить стрессы помогают животные. Иногда животные в нашей жизни появляются до того момента, пока у нас в жизнь очень тяжелые. Они появляются в этот момент, все приходит в порядок, все успокаивается, и животные уходят. Были такие случаи. Были случаи, когда женщины ночью шли с работы или на работу и чувствовали, как их сопровождает какая-нибудь собака. Она просто их провожала до работы, и все, и исчезала. И вот так много лет. Животные к нам приходят иногда, как наши охранники, как наши духи-помощники. И не случайно они в нашей жизни встречаются. Иногда вселяется в животных дух-хранитель, который должен быть в нашей жизни. Вы знаете, иногда животные ощущение такое, что они тебя понимают. Они чувствуют тебе больно, хорошо, они просто тебя понимают. И ты понимаешь, что это не просто какая-нибудь собачка или кошка, что в ней что-то есть. Вот кто-то есть в ней, это твой живой талисман. И пока это животное с тобой, у тебя все хорошо. Так вот, вызвать охранника, вызвать хранителя, помощника в виде животного и получить живой талисман. И с помощью этого живого существа поменять свою жизнь. Возможно ли такое? Возможно. Я хочу подарить вам такой призыв. Прочитайте этот призыв 4 раза, стоя посреди комнаты, поворачиваясь на каждую сторону света. И ждите. Через некоторое время вам встретится это живое существо. Либо вы захотите и купите, либо вы увидите на улице. Неважно, как оно встретится, но оно с вами придет. И это будет ваш живой талисман. И после того, как вы приютите это животное, то есть дитя и посланника богов, ваша жизнь поменяется колоссальным образом. То есть это живое существо принесет благословение богов в ваш дом. С собой принесет. Потому что вы его звали. Вы просили богов отправить к вам посланника. То есть то живое существо, в которое будет сила вселена, дух, помощник. И то живое существо, которое придет менять вашу жизнь. Вместе с этим благословением разрушить вокруг ненависть, которая у вас существует, неудачи, и повернуть вашу жизнь совершенно в другое русло. Если у вас есть желание приутить живое существо и получить вместе с ним благословение богов, то сделайте это. Итак, встать посреди комнаты, поворачиваясь на все 4 стороны света, читать 4 раза. Боги создали живые души, причудливые, полны ласки и счастья. Боги отправили своих малых деток по миру всему,
Они носители счастья, они дарители везения. О боги, какое дитя вы мне послали? Кого из них мне в руки отдали? С кем мне отправили счастливую долю? Кого приутить, кого уберечь, а взамен от вас счастье получить? Носители света, души невинные, дети богов, их посланники мира. Пошлите мне, боги, живой талисман. Того, с кем отправили мне новую долю. Того, кто должен мне свет принести, благословение ваше и помощь. Пусть посланник ваш встретится мне, я его возьму. А с ним и богатство, а с ним и удачу, а с ним и благую долю в придачу приобрету. И счастливая жизнь в мой дом придет, и там поселится. Да будет так. И так будет. Заклинаю. И в скором времени вам встретится этот посланник, этот стражник, этот помощник, тот, кого боги послали, кого доверили вам, и кто принесет в вашу жизнь абсолютно колоссальные перемены. И придет он в виде птицы, собаки, кошки, может, еще какого-нибудь живого существа, кто его знает. Но он придет. И это будет необычное животное. Это будет тот, в котором силен тот самый дух, который взамен на ваше доброе сердце вам подарит достойную, заслуженную перемену в жизни. Удачи вам!